Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о подарке, как вы поняли, собственно говоря, подарок. На 8 марта муж мне подарил карандашики, это Пабло. Давно я их рассматривала к покупке, все думала, стоит, не стоит брать. Мне Люда дарила несколько карандашей на пробу, так сказать, для затеста поштучно. Я пользовалась достаточно тоже, ну, несколько месяцев. Некоторые карандаши даже прям стали моими такими любимчиками, пару оттенков. Ну, я решила, что я хочу эти карандаши. Ну и, собственно говоря, муж мне подарил их на 8 марта. Чему я, конечно, несказанно рада, по хорошей цене. Здесь 80 штук, за что тоже, Люда, спасибо тебе отдельно. Я уже все их пробовала. Я не знаю, что сказать. Я думаю, уже у многих есть эти карандаши, многие уже ими пользуются успешно. Поэтому ничего нового я вам не скажу. Они шестигранные, дерево. Знаменитая компания по производству этих карандашиков. Да, у всех есть знаменитый блендер от карандаш. Вот так они выглядят. Шикарная просто палитра. Я уже, видите, так активненько пользуюсь ими, этими карандашиками. Я сделала небольшую выкраску, так, на скорую руку для вас. Вдруг кому-то интересно. Ну, мало ли, знаете, мало ли кому-то, кто-то не видел, кому-то интересно или еще что-то. Ну, в общем, скажем так. Я сделала быстренько выкраску. Ну, вот пошла от одного и потом. Здесь две эти подложки, или как их правильно, две ячейки и по 40 карандашей. Очень хорошая палитра, много зеленых, синих, красных, желтых, вполне достаточно коричневых. В общем, здорово. Мне понравилось здесь 3 карандаша: бронза, золото, серебро. И мне понравилось, они очень мягкие, хорошо наносятся. Допустим, в полихромосах у них вот металлизированное, видимо, вот это вот вкрапление. Ну, дабы они были металлизированы все-таки. Они какие-то жесткие, прям царапают бумагу. Здесь они очень мягкие, классно наносятся. Мне безумно это понравилось. Поэтому я буду с удовольствием их использовать. Что понравилось? Ну, они шестигранные. Я не очень люблю шестигранные карандаши, потому что у меня потом, вот, видите, с этим проблема. Я сейчас сидела сегодня тоже выкраску другую делала, и на эту тему проблема у меня с такими карандашами. Ну да ладно, руки, извиняюсь, в пыли. Объясню чуть позже почему. Карандаш на этой пыли. Очень понравилась вот эта подложка. Она ну, жестяная, как самый пенал, собственно говоря. Что очень удобно брать. Допустим, в других карандашах вот эти вот пластиковые. Здесь оно тоже есть, просто пластиковое. Ну вот если взять, оно все вот это вот падает и так далее. Здесь вот все более практично. Ну и, собственно говоря, мы вот так это делаем и пользуемся, как говорится. Очень тоже удобно. Вот они сами карандашики оставшиеся, да, еще 40 палитра. Безумно они мне нравятся. Я не совсем поняла, из чего они, на какой основе, восковая или что здесь. Не могу уточнить вам. Ну, я думаю, кто более профессионально разбирается в карандашах, в обзорах, наверное, девчонки говорят. Не могу сказать. Очень понравились. Не могу определить на 100% сказать, да. Вроде как, когда начинаешь красить, кажется, ну, они жесткие. Но некоторые оттенки достаточно мягкие, прям достаточно такие, знаете, как будто как масло. Жирненькие, я бы даже сказала. Вот, по крайней мере, тут вот пару оттенков делала, когда выкраску. Они прям достаточно жирные, так хорошо наносятся. Какие-то, наоборот, прям даже видно, что они штрихуют, именно прям более жесткие. То есть, видимо, еще зависит от оттенка карандашей. Вот. А по поводу, ну, давайте где-нибудь вот возьмем. По поводу, мне очень нравится, понравилось вот эти оттенки Ивори и крем. Ну, здесь вот, допустим, крем. Я не знаю, есть у нас здесь, нет. И именно Ивори, наверное, нету здесь такого оттенка. Хотя, может быть, нет, наверное, именно Ивори нету. Не встречала. Есть, попадается и Ивори, и крем. Есть просто Ивори, а есть крем. Ну, видимо, от количества или от наборов зависит.
каждый карандаш проштрихован. Я не знаю, с чем тоже связано. Может, потому что они еще можно их приобрести поштучно, а может быть просто как вот, чтобы понимать, да, что это фирменный, ну, их не именно карандаш, а не подделка. Не скажу, не уверена. Я смотрела у девочки обзор на эти карандаши. Еще когда хотела, ну, думала приобретать, не приобретать эти карандаши. Я когда смотрела ее обзор на эти карандаши, она их пыталась поточить. У нее была, по-моему, точилка механическая Дервент. И у нее он весь вот тут вот, ну, рубашка, это дерево, все раскрошилось. Причем один карандаш, другой. И она как бы сказала, что их все-таки лучше точить ножом. Острым ножом, канцелярским или обычным, ну, в общем, ножом. Так они не точатся. Но проблема... Дело в том, что даже не проблема, а, скажем так, дело в том, что я вот, вы видите, они все у меня фактически уже фактически, я просто по мере, как выкраску делала, их точила сразу. Все подточены, никаких проблем с ними нет. Ну вот, я не знаю, последний я подточила. Если вам видно, я надеюсь, что видно будет. Камера сейчас начнет выделываться, как всегда. В общем, все идеально. Вот он гладенько, никаких зазубрин, ничего. Идеально поточился. Я люблю, когда они острые. Причем точила я, девочки, вот этот фикс прайс точилка. Самый дешевый вариант. У меня с этим проблем не возникало. Вообще никаких. Вот я взяла, поточила. Она у меня уже не первый год. Ну и как вы видите, я надеюсь, видно. Никаких проблем. Угу. Камера опять пытается выделываться. В общем, никаких проблем с этим у меня не возникло. Я не знаю, почему у нее такие трудности возникли, не могу утверждать. Может быть, это связано, я так думаю, скорее всего, с самой точилкой. Все-таки, наверное, несмотря на то, что это Дервент, наверное, плохая точилка. Потому что, ну, не знаю, какой мне еще не подточен. Вот этот вот бейдж не подточен, оттеночек. То есть я их беру, никаких усилий, никаких проблем. Чуть-чуть пылит. Никаких проблем с этим нет. Как вы видите, карандаш, вот он гладенький прям, аж никаких зазубрин, ничего. То есть, может быть, вероятно, девочки, просто имеет смысл поменять точилочку саму по себе. Так, тут вот тоже чего-то, какой-то интересный цвет, оттеночек. Причем некоторые я уже точила прям не один раз. Ну, видно, я пользуюсь, да, уже какими-то неоднократно точила, и как бы ничего не случается. То есть я сначала думала, ну, может, я вот их пока новые поточила, и мне кажется, что идеально, потом начнутся проблемы. Но нет, плюс мне дарила, как я уже говорила, Люда отдельно. Я их тоже точу изначально, как появились они у меня, я их точу точилкой от Fix Price. Ну и как бы никаких проблем вообще у меня с этим не возникает. Давайте такой вот АСМР устроим. То есть все идеально, все хорошо, меня прям радует. Ну, то есть я точно рада. Вот, допустим, да, заводская, видимо, у них. В общем, у меня не возникало с этим никаких проблем. Он не крошится, не ломается. Они достаточно прочные, сами все карандаши. Ну и вот я точу, не знаю. Не могу вам сказать, что я с ней согласна. Тут я не согласна, карандаши. И либо у человека, ну, навряд ли там подделка карандаши, скорее всего, точилка. Мне кажется, проблема все в точилке. У меня также, вот, допустим, с братфунерами с Китая. Там вообще ни одна точилка не взяла их. Они, по-моему, они трехгранные, и то не точатся. Они квадратные, вот. У меня квадрат не поточился. Здесь все без проблем, видите? Как бы никаких проблем не возникло. Не знаю, с чем это связано, почему так. Ну вот, я грешу, что у девочки просто плохая точилка. Не более того, потому что я тоже испугалась, думаю, ну, потому что я вообще не точу, руками не точу, ну, имеется в виду ножами. Я тогда в этом плане я такой рукожоп, что я испорчу себе все руки, порежу. Ну, как вы видите, вот уже не один карандаш подточенный, проблем нет, причем это самая дешевая точилка. Не знаю, еще поточить. Я эти просто золото-серебро даже, наверное, ну, поточу, потому что я не пользуюсь. Я стараюсь сейчас учиться, все-таки больше золота.
по крайней мере, красить. Ну, стараться учиться красить, смешивать карандаши, да, а не металликами. Ну вот, нет проблем. Как бы все точится. Ну, можно. Вот. Бронза, медь, кому как цвет. Этот еще мягче точится, мне кажется, вообще прям вот он в лед. Ну, то есть он не испортил, не сломал, потому что у нее раскрошилось дерево. Скорее всего, какая-то проблема была с этим. В общем, не знаю, не буду утверждать, не буду это не как бы не такое, знаете. Просто я к тому, что если кто-то смотрел у девочки видео, я сейчас просто не вспомню, как ее зовут. Если вспомню, если прям кому-то принципиально, то найду. Я к тому, что если вы боитесь, не бойтесь, но это, скорее всего, с точилкой у человека связано. Нужно будет, кстати, ей об этом написать. Может, действительно, если поменять точилку, потому что человек мучается руками. Все прекрасно, все подточилось. Что о них еще сказать? Хорошо наслаиваются, неплохо. 4-5 слоев вообще у меня как бы в легкую наслоились. Хорошо смешиваются. В меру такие, я бы сказала, это в меру мягкие, в меру твердые карандашики. То есть я не могу сказать, что это прям супер твердые, но и мягкими их, конечно же, не назовешь, эти карандаши. Я сделала себе, сидела сегодня вот такую тоже выкраску. Но это больше, знаете, я так баловство просто вот перед собой ложить, чтобы она была здесь непосредственно в пенале, перед глазами, когда рисуешь. Мне не важно прям идеальный цвет, просто плюс-минус посмотреть, чтобы можно было, где какой цвет. Ну, знаете, так по-быстрому, потому что не всегда встаешь, достаешь блокнот, ну, это не всегда удобно, не всегда хочется. А тут я так баловалась. Где-то темнее, да, вот видите, половинки. Это я пыталась тут немножко поднаслаивать, здесь просто наносить. Ну, опять же, баловство. Ну и номера. Скажите, почему здесь, да, вот они немного все-таки отличаются, нанесение. Ну, понятное дело, бумага разная. Я нечаянно, видимо, хапанула акварельную бумагу, листочек. И на акварельной, конечно, она более такая, ну, не то чтобы, ну, вот видно прям, наверное. Я не знаю, на камеру, наверное, этого не видно, будет как фактурная. И понятное дело, что они, конечно, вот видите, на акварельную не очень хорошо легли. Она все равно такая, как вот получается рельеф у бумажки. И вот не заполнили они. Хотя, опять же, смотри, какой цвет. Бледные, желтые хорошо заполняли, и такие вот более салатовые цвета. Более темные, конечно же, уже сразу видно вот эти вот белые проплешинки. Хотя вот этот цвет и вообще вполне хорошо, и рыжие, желтые идеально легли. То есть все зависит, видимо, еще от цвета. Ну и вот, что я говорила, видите, они прям более какие-то такие жирные оттенки. Хорошо наносятся, здесь более суховатые. Черный. Ну, не скажу, что мне прям здесь супер понравился черный. Мне кажется, у Лиры самый лучший черный цвет. Поэтому, да. Вот такую сделала небольшую выкраску. Единственное, я почему-то решила, я сначала начала делать ромбики. Не видно, наверное, будут мелкие. Потом почему-то решила, думаю, ну зачем мне будет полстраницы пустой. Вся в пыли. Половина страницы будет пустой. Взяла более, развернула, более крупные ромбы стала делать. Но почему-то я прям упорно рисовала их 40 ромбиков. Хотя у меня карандашей 80. Плюс-минус у меня еще 2-3 оттенка, которых нету здесь. Как раз таки получилось. Почему я... Ну, в общем, я решила, раз тут пустое место, поменьше дорисовать, но остальное уже с обратной стороны будет. Но это не страшно, не критично, я говорю, это больше так для себя, знаете, когда бывает нужен. Очень часто у меня такое противоречие вот именно с зелеными. Я начинаю, когда очень много зеленых оттенков в рисунке, много травы, листвы, знаете, деревьев. Начинаешь, так сказать, намешивать или смешивать между собой, или намешивать, много накрасить. Обычно вот в Средиземье очень много зеленого получается на одной иллюстрации. Плюс-минус, чтобы видеть, какие у меня есть зеленые. И для себя такую вот маленькую выкраску сделала сюда. Ну, она у меня будет здесь лежать. Наверное, что-то подобное еще сделаю. Так, какие у меня еще в Берлингов карандаши. Наверное, туда все в железные пеналы. Наверное, сделаю еще вот такие вот выкраски. Потому что все-таки удобнее, знаете, вот это вот...
тетрадки и так далее. Это, мне кажется, больше удобно для людей, кто видео снять, повыпендриваться. Все-таки удобнее, когда это вот открыл пенал, и у тебя перед носом все вот эти вот выкраски уже тут непосредственно. Не бегаешь, не ищешь, где у меня выкраска. Не листаешь ничего. Ну, это мне так. Я про пыль говорила. Еще такой момент. Многие скажут, немножко вот неаккуратно видно, да? Разнеслось. Не знаю, они сами по себе достаточно хорошие карандаши, не крошатся, не пылят. Но вот на акварельную бумагу почему-то встал такой вопрос. Вот если вам будет, не знаю, видно, не видно, какой мне оттенок взять, чтобы его хорошо было. Наверное, уже я плюс половину-то вытерла руками, наверное. Я сразу не поняла, но когда начала вот красить, знаете, как будто пыль, как будто я наносила пастель на бумагу. Видно, наверное, да, сразу пальцы, видите, пыль, именно пыль. И когда вот начинаешь смахивать, вот она вся рука. Это я уже при том, что я смахивала и кистью пыталась тут аккуратно смахнуть. И уже потом рукой аккуратно так каждый ромбик прошлась. Думаю, может подзаэтовать, чтобы не размазывалась, не растягивалась. Ну, как-то мне не критично, но все же, чтобы более аккуратно было. Вот они на акварельной бумаге так себя повели, как пылюка. Такая вот напыление. Это опять же не страшно, но если рисовать, допустим, где-то на акварельной бумаге, дорабатывать, да, что-то карандашами, то, конечно, вот они себя будут вести не самым лучшим образом. Но опять же, наверное, все зависит от бумаги, потому что у меня, допустим, ну, здесь самый бюджетный вариант, самый дешевый, такой простенькая бумажка. Я не знаю даже, что, какой она по плотности, там, по-моему, даже не написано было на бумаге. Такая самая простенькая. Может быть, на более дорогой они себя будут вести гораздо лучше. Потому что на обычной, вот у меня самый обычный скетчбук был, здесь более гладкая, более тонкая бумага. Видите, они вполне хорошо легли, никаких особо проплешин, ничего нет. То есть, как бы все в порядке. Ну и, соответственно, ничего тут не пылит, не пачкается. Вот единственное, я говорю, заметила именно на акварельной бумаге. Такой вот небольшой, скажем так, косячок. Но это даже не проблема. В общем, вот такой у меня был подарок от мужа. Я безумно довольна, рада, что он мне подарил эти карандашики. С удовольствием крашу. Ну, я уже, как сказала, красила ими, поэтому смешиваются хорошо, достаточно. Наслаиваются, как я уже говорила, тоже неплохо. Подточила, я вам показала, как они точатся. Черный неплохой, не самый лучший, но неплохой. И у меня есть здесь, вот я его наносила, по-моему, белый. Вот он белый, здесь рядом вот этот крем. Их почти не видно, да, их, наверное, не видно будет. Ну, не самый белый, не самый черный. Вот он черный, я на нем поверх белым пыталась. Неплохо, но не знаю. В данном случае Лира и Дервент больше понравились. Вот. Поэтому тоже пока что конкретно ничего не могу сказать. Вот такие вот моменты еще. Ну, а в целом я еще особо... Я красила достаточно много красила отдельными. У меня было пару оттенков карандашиками. Поэтому, конечно же, если так полноценно целым набором, я еще пока что очень мало красила. Много ничего сказать не смогу. Но в целом карандаши достойные. Конечно, пока что я не уверена, что они прям стоят своих денег в полной мере. Но в целом имеют место быть. Вот такой у меня был подарок. Такая вот похвастушка. Надеюсь, кому-то это все-таки будет хоть немножко полезно и интересно. Не знаю. Ну, пускай будет на моем канале тоже такого рода видео. Так что вот такой у меня подарок. Всем спасибо, что были со мной, что посмотрели, порадовались меня. Пишите комментарии, подписывайтесь, пишите, может быть, вы чем-то другим точите, там возникали у вас проблемы или нет с заточкой этих карандашей. Прям стало так актуально, интересно, почему у девушки так расслоилась, раскрошилась вся эта рубашка именно в точилке. Вот. Или это действительно у человека просто такое стечение каких-то обстоятельств. Ну, действительно, точилка, может, подвела. Вот. Будет очень интересно послушать.
Не пробовала, хочу попробовать на днях раскрасить все-таки кожу именно этими карандашами, попробовать, что получится, вот как они будут именно в смешивании, знаете, не на выкраске на бумажечке, а именно в раскрашивании. Если рискну, возьмусь, то мы с вами обязательно пораскрашиваем вместе. Спасибо всем за внимание, что были со мной. Всем хорошего весеннего настроения, теплых деньков, ну и просто хорошего настроения. Пока-пока.